Все, мы в эфире. Приветствую вас, дорогие друзья. Георгий. Да, добрый день. Здравствуйте. Сегодня я буду делать приворот, достаточно сильный приворот. Ко мне обратилась женщина из Японии, японка. Она долгое время встречалась с одним мужчиной, почти 5 или 6 лет. Он достаточно деспотичен. Он относится к одному из мафиозных кланов японских. И, ну вот, встречались, он хотел, чтобы, грубо говоря, повелевать своей женщиной. Но в итоге они разошлись, потому что женщина не смогла, скажем так, чтобы ее управляли. Но прошло какое-то время, и она поняла, что она действительно любит этого мужчину, а мужчина уже ушел. Вот в данном случае она хочет вернуть своего мужчину, с которым прожила 5 лет, повстречалась. Это пара из Японии. Женщина из Японии, мужчина, которого мы привораживаем, японец. Вот я начинаю уже работать. Точнее, я уже начал до начала съемок. Сейчас вот начинаю делать работу. Все фотографии, естественно, перевернуты, так как мы не хотим, чтобы люди увидели, что это за человек. Он достаточно известный человек в Японии. Те, кто впервые видит данную работу, как она выполняется, объясню то, что это является лишь частью работы. Обычно работа занимает от 10 до 14 дней. И на данный момент вы видите, по сути, заключительную часть, когда кукла обретает, по сути, полную силу. Как вы можете видеть, используется большое количество специально заговоренных, подготовленных свечей. Черное африканское дерево железное. Огромное количество игл, специально подготовленных для обряда. Различный алкоголь. Алкоголь должен быть чистым, настоящим, не паленым. Работу, естественно, может такую выполнять только специалист. Только человек, который обладает действительно способностями, не какой-то клоун или шарлатан, а человек, которому данные способности достались от своих предков, от своих родственников, которые, естественно, его с раннего возраста готовят к тому, чтобы он занимался тем, что помогает людям добиться тех возможностей, которых без магии они не добираются и не могут достичь. В работе используется кубинский ром обязательно. Черный и белый.
Да, это действительно прямой эфир. Бруджо Джео. Да, прямой эфир. То есть обряд такого не проводит никто. Мы решили, что с Георгием, что данная работа, проведенная в прямом эфире, это будет намного реальнее, намного интереснее зрителям посмотреть на работу, на завершающую часть приворота, которая выполняется именно в прямом эфире. И также у нас есть возможность взаимодействовать с вами, переписываясь и отвечая на ваши вопросы, если такие возникают. Для понимания, что это прямой эфир, вот я сижу и веду, собственно, чат. Георгий выполняет работу. Мы можем переключаться с одной на другую камеру, и таким образом вы можете видеть все. Работа может быть выполнена для любого человека, который находится, неважно где, в любой точке мира. Работа выполняется по фотографиям, по полному фамилии, имя, отчество, если таковое имеется, особенно отчество. Не во всех государствах это есть, не во всех странах, не у всех. То есть имя, фамилия, полная дата рождения и фотография. Этот ритуал называется приворот через куклу Вуду. Выполняет его профессиональный шаман Георгий. Если у вас возникают, дорогие зрители, какие-то вопросы, вы можете задать их. Мы в прямом эфире, так что я могу ответить как устно, так и написать в чат, все что угодно. Ответить на ваш вопрос. Мгм. Денис спрашивает, а с помощью отворота можно сделать так, чтобы жена бывшая отказалась от ребенка? Отвороту. Да, но это немножко другая работа, это не отворот, но такая работа может быть выполнена. Возможно, у вас еще есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, будем отвечать. Стоимость работы зависит от ситуации. Минимальная стоимость
работа на данный момент составляет 500-600 долларов США. А далее уже надо смотреть конкретно, что там у вас за ситуация или у человека, который хочет заказать какую-либо работу. Стоимость работы зависит от сложности многих факторов. Зависит от того, даже какой темперамент у человека и, в принципе, какие были отношения в паре. Ну и, естественно, какая причина разрыва между людьми, которые любили друг друга, либо, ну, просто находились вместе. Напомню, что данный обряд проводит колдун Георгий, который более 20 лет помогает людям. Он комментировать данную работу в процессе, естественно, не может полностью, занят выполнением работы. Поэтому комментирую я. Меня зовут Алексей, и я к вашим услугам могу ответить на какие-то вопросы, которые у вас могут возникнуть. Также напомню вам, что у нас работает суперчат. Если хотите, можете воспользоваться. Отметиться. Все будет размещено вместе с комментариями на этом канале. Контактные данные для обращения указаны в том числе и на самом видео, и в описании также. Вы можете найти их. Также напоминаю, что если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, можете задать их мне, Георгию. Мы, естественно, ответим. Если подобный контент вам нравится, то тогда мы будем больше делать прямых эфиров и выполнять работы онлайн, завершающие части или какие-то промежуточные части, чтобы вы могли видеть это. Олег Бобров. А приворот тоже стоит 160 долларов. Я нашел в Инстаграме за 100 предлагают. Это ненадолго, получается, делает. Но смотрите, Олег, за 100 долларов работу выполнить просто невозможно. Единственное, что сделают, это заберут у вас 100 долларов, вы их потеряете и никакого результата не получите. Ну, вот и все. Приворот может стоить от 500-600 долларов. Это минимальная
стоимость. Вот, к примеру, данная работа стоит более $1500, которая выполняется сейчас. Все зависит от ситуации. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете их задать. Мы, напоминаем, мы в прямом эфире и проводим обряд, ту часть, которую можно показать зрителям, чтобы вам было интересно, чтобы вам было понятно, что работа выполняется вживую, что это не дубликат какого-то одного ролика неизвестного человека. Все происходит вживую, действительно, онлайн. Вы можете за этим наблюдать, если вам интересно. Делитесь со своими друзьями ссылкой на данное видео, в принципе, на канал. Возможно, кому-то из них требуется помощь, и Георгий может помочь, оценить, по крайней мере, дать совет, как быть. Магия Вуду — это древняя магия, она может во многом помочь человеку в жизни, если он столкнулся с какими-то сложностями, проблемами. Так, Алексей, а вы можете рассказать, что именно сейчас делает Георгий? Что горит, зачем горит? В нескольких местах. Горит в нескольких местах. Горят свечи, горят котелки, в которых Георгий уже на свой опыт полагаясь, готовит материал, который состоит из тех же там фотографий, из фамилии, имя, отчества, которые написаны, заговорены на бумаге. Плюс он говорит и думает, и общается с духами в тот момент, когда выполняет данный обряд, данную часть обряда. Поэтому, в принципе, он сейчас не слышит то, что мы говорим, не обращает на это внимания, не занят процессом. Ну а мы с вами можем пообщаться, и я могу ответить на интересующие вас вопросы. Ставьте лайк этому видео, если вам заходит такой контент, если вам интересно, как на самом деле выполняются такого рода обряды, как они проводятся вживую, на самом деле не какой-то блокбастер там по телевизору, а живая настоящая работа. Как делается в данном случае приворот. Естественно, вся информация конфиденциальна, мы не показываем ни фотографий, никаким образом никогда не выдаем данных тех, кто обращается за помощью. Все полностью сугубо конфиденциально. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Напомню, мы в прямом эфире.
Как вы можете заметить, на кадрах видно, что используется много различного алкоголя, кубинского. Также используются специальные спирты, спиртсодержащие жидкости, заговоренные, определенным образом подготовленные. Все это необходимо для того, чтобы работа действительно помогла человеку добиться того результата, который он преследует, обращаясь к колдуну Георгию. Более подробно вы также можете ознакомиться с другими роликами, так же как и в прямом эфире, так и просто записи, как выполняется кладбищенский приворот, как выполняются обряды зомбирования. Напомню, в данный момент обряд представляет из себя приворот. Женщина заказала приворот любимого мужчины. На момент заказа работы мужчина не живет с этой женщиной, он ушел и оставил, разорвал все контакты. Настоящая работа всегда дает результат. То есть вы даете гарантию на работу, правильно? По поводу гарантии вы также можете ознакомиться с огромным количеством видео на этом канале, если вам это интересно. Могу сказать так, гарантию 100% дает только шарлатан. 100% гарантия не дается. Гарантия представляет из себя то, что работа выполняется до результата, до того результата, который вы преследуете, обращаясь за помощью к колдуну Георгию. То есть вы хотите получить человека обратно, если он ушел, прожить с ним всю жизнь. Отлично. Работа, если может быть сделана, колдун Георгий вам об этом сообщает. То, что он может выполнить, то, что он может вам помочь. И после того, как вы договариваетесь о цене и готовы к оплате, вы ее оплачиваете, и, соответственно, выполняется работа. Проходит время до результата. Если результат не наступает даже в то время, которое было оговорено изначально, то будет производиться какая-то корректировка работы, либо результат будет происходить через какое-то время, чуть позже, чем заявлено изначально. Работа всегда доводится до результата. Были случаи, когда работа не доводилась до результата, до того, который нужен был заказчику. Это были единичные случаи, были определенные причины. В основном это недоговоренность изначально или жесткое нарушение некоторых правил, которых знает заказчик заранее. Поэтому стопроцентной гарантии не дается. Это может дать только человек, который вот как раз берет $100 за работу, либо еще меньшую сумму или большую. Любую сумму, которую берет, дает стопроцентную гарантию, можно сразу говорить о том, что данный человек является мошенником, и он вас разводит просто на деньги и все. Потому что не может давать стопроцентную гарантию ни один колдун. Но когда человек берется за работу, он всегда доводит ее до результата. Представьте себе ситуацию, то что вы приходите к врачу и требуется операция. Вам врач не один, хирург, вам не даст стопроцентную гарантию на то, что вы останетесь живы.
если ваш случай тяжелый, сложный и так далее. Потому что есть определенные факторы, поэтому он гарантирует вам, что он сделает все, чтобы решить вашу проблему и будет доводить до результата всеми возможными способами, которыми он обладает. В этом сходство и в этом и разница между теми людьми, которые дают безумные гарантии и на самом деле не выполняют ничего. Ну а тем временем мы в эфире 26 минут, и задумайтесь, это говорит о том, что маленькая часть работы, маленькая часть завершающей этап вот этой работы, он составляет более 26 минут. То есть человек, который выполняет на конвейере по 50, по 100 приемов за день, никаким образом не может помочь каждому, кто к нему обращается и оплачивает. Это для тех, кто задает вопросом, почему работа не может там стоить 3000 или там 5000 рублей, как у некоторых. Ну, также есть отдельные индивидуумы, которые участвуют в таком шоу, как там «Битва экстрасенсов» или еще что-то, когда они стригут по 1000, по 2000 долларов за те же 5 минут. Повозят руками по голове и потом рассказывают, как разводили людей и построили себе дома на Рублевке. В принципе, такое тоже бывает. Ну а здесь, опять же, напомню, сейчас в данном эфире мы показываем реальную работу. Работа проходит в прямом эфире. Вы можете задать любой вопрос, который вас интересует. Меня зовут Алексей, и я веду данный чат, данный прямой эфир. А Георгий выполняет работу. Так как он не может выполнять работу и одновременно общаться с вами, этим занимаюсь я. На данном YouTube-канале большое количество материала уже размещено за более чем 2 года. И если вас интересует, как на самом деле выполняется та или иная работа, какие работы в принципе бывают, к чему надо быть готовым, то вы можете ознакомиться с материалами, с видео. На данном YouTube-канале. Ну вот мы все закончили работу. До свидания, всего хорошего. До свидания. Угу.